Всем, ребята, всем привет! Снова вас приветствую на канале Великий Манипулятор. Давно с вами не виделись. Итак, сегодня мы поговорим о нескольких новостях, ребята. Посмотрим график биткоина, эфира и тому подобное. И посмотрим, что мы можем ожидать именно в ближайшие несколько дней. Для начала давайте посмотрим на индекс страха и жадности, ребята. Мы сейчас находимся все равно в страхе, хотя уже 46%, но все равно это страх. То есть мы уже находимся практически около месяца. Давайте посмотрим, с 19 июля по 13 августа. Уже практически месяц также находимся именно просто в страхе. Никуда не двигаемся и ощутимых движений по биткоину, чтобы мы перешли хотя бы в нейтрально, либо уже в жадность. Только сюда, ребята, перейдем. Я думаю, что мы сразу начнем немножко валиться вниз. Для начала давайте посмотрим одну новость, которая была вчера. Итак, Питер Шиф снова предсказал падение биткоина к 10 тысячам долларов, ребята. Ничего себе заявочки. Кто хочет подкупиться? Читайте эту новость. Биткоин вряд ли достигнет новых максимумов, а скорее продолжит падение к 10 тысяч долларов и ниже. Об этом президент Euro Pacific Capital Питер Шиф заявил в интервью KitCon News. По его словам, текущий рост криптовалютного рынка, включая 70% подорожания эфириум с начала июля, не является устойчивым. Он назвал его ралли лохов, ребята. Ну, конечно, заявление солидное, но я думаю, что он не знает такого слова, потому что я, когда заходил на этот сайт, этого слова я там не наблюдал. Значит, дописали вот этот какой-то журналист вот это слово. Итак, что он говорит? Рынок будет падать. Думаю, люди должны воспользоваться ралли, который есть сейчас, и уйти. Многие еще в прибыли в этих токенах. Кто-то покупал биткоин 4, 5, 6 лет назад, и он в хорошем плюсе. То же самое с эфиром. Люди должны уйти, потому что иначе рынок заберет эту прибыль, считает сторонник золота. Ребята, конечно, новость вон из ряд выходящая, конечно. Вот сейчас будут все продавать. Те, кто покупал 4-5 лет назад, они зафиксировались уже, Питер Шиф, по 65, по 67 тысяч долларов. И уже давно себе отдыхают на Мальдивах. Что он здесь еще говорит? Шиф подтвердил свое мнение, что крипторынок находится в пузыре, несмотря на падение цены биткоина примерно на 65% от максимумов. Выиграют те, кто успеет из него выйти, подчеркнул инвестор. По его словам, падение рынка в этом году стало следствием реализации масштабной схемы Pump and Dump. Ребята, мужик, ты что, не понимаешь, что это весь криптовалютный рынок такой? Там есть только памп и дамп, и больше ничего. Любой рынок есть памп и дамп, нету только одного. Либо памп, либо дамп. Сначала пампят и, естественно, забирают там свою прибыль, потом дампят, чтобы закупиться подешевле. Поэтому все так происходит. Ничего ты нового нам не рассказал. Напомним, в начале мая Шиф прогнозировал падение биткоина к 10 тысячам в случае резкого пробития уровня 30. После провала 11 мая котировок ниже обозначенной отметки, он предположил, что цена протестирует 8 тысяч долларов. Цифровое золото торговалось вблизи 30 тысяч еще около месяца, прежде чем уйти ниже отметки 23 тысяч долларов. На этом фоне Шиф обновил прогноз для дна биткоина, обратив внимание на уровень поддержки в 5 тысяч долларов. Итак, ребята, супер-пупер криптоблогеры, кто хочет по 10 и по 5 тысяч баксов, быстро расставляем свои лимитки ниже и давайте закупимся по самой дешевой цене, которая может быть еще в этом медвежьем рынке. Поэтому, ребята, если вот такие персонажи вам говорят, что нужно выходить и продавать, ребята, вы как раз и должны набирать свои позиции. Цены сейчас хорошие. Некоторые уже альткоины и тот же самый эфириум уже очень хорошо выстрелили. Можно действительно взять какую-то прибыль, забрать свою основную часть и дальше просто на бесплатных монетках лететь вверх. Если же будет падение, можно ниже закупиться. Теперь, ребята, давайте посмотрим на биткоин, я вам покажу что-то там интересное. Итак, как мы видим, график биткоина. Сейчас очень многие блогеры, заметил, рисуют вот такой треугольник. Буду рисовать от руки, чтобы было вам более понятно. То есть рисуют вот такой треугольник. После вот такого треугольника пробитие всегда идет, ребята, вверх. У меня есть видео, ребята, вверху вот здесь вам оставлю ссылку на него. Я однажды рассказывал, что может произойти с биткоином. Мы еще находились где-то 24-23 мая в данном диапазоне. Я тогда рисовал, ребята, вот такой интересный также треугольник. Вот так он выглядел. И говорил, ребята, что здесь вероятность пробития вниз намного больше, чем вероятность того, что он пробьется вверх. И что в итоге, ребята, получилось? Как мы видим, здесь был ложный выход такой, небольшая проторговка в течение недели-полторы, и мы провалились именно вниз. Я изначально также подумал, что неужели все-таки пробился вверх, и мы должны полететь вверх. Нет, ребят, все-таки, ребята, я был прав, цена поджималась очень вниз, был такой уровень, очень часто
цена касалась данного уровня, и в итоге был ложный выход, объемов не было, и мы в итоге провалились вниз. О чем, ребята, это может нам рассказать? Смотрите, может быть такой же самый, ребята, здесь сценарий. То есть такой треугольник, показывающий нам, ребята, что мы должны пробиться вверх и идти на пробой в район 26 тысяч долларов, возможно выше. Но есть и такая фишка, как происходило здесь, только в сущности, ребята, да и наоборот. Мы можем пройти немного вниз, ретестнуть и потом сразу улететь сюда. Вот этот вариант, ребята, очень вероятен, поэтому будьте повнимательны. Если мы вот сюда резко пойдем, это скорее всего будет небольшой обман, чтобы мы, возможно, вышли из позиций, а в итоге полетим наверх. То есть вот такой вариант я больше всего к нему склоняюсь. Как он будет на самом деле, я не знаю. Мы увидим уже в ближайшие несколько дней, а скорее всего вечер понедельника уже будет более ясно, откроется уже S&P 500 и будем уже смотреть. Потому что в субботу, воскресенье, как обычно выходные дни, биткоин колбасит не по-детски. Поэтому в ближайшие дни мы будем уже видеть. Но еще раз говорю, что возможно будет вот такое немножко падение вниз и потом будет выход. Но все может, ребята, обернуться, и мы можем даже с этой позиции, вот которой сейчас мы находимся на уровне 24 500 долларов, можем отсюда уже пойти тестить данную зону 26 200. Я не думаю, что будет отсюда мы будем снова идти вниз. Мое предположение, что мы все-таки сможем дойти до уровня где-то 28 тысяч. И только оттуда уже будем тестить либо вот здесь уровень, но скорее всего мы можем прийти до уровня снова около 24 тысяч долларов. Также, ребята, давайте посмотрим, что у нас происходит вообще на криптовалютных рынках. Как мы видим, снова немножко зеленеет. Есть монеты, как всегда, которые сильно пампятся, есть которые очень сильно дампятся. Соланка сегодня дала с 43 до 48 долларов и идет небольшой откат. Есть у нее там сопротивление в районе 50 где-то долларов примерно. Но, как видим, только от 48 и немножко откатывается. Некоторые блогеры ее ждут по 5 баксов, ребята. Сам бы хотел ее по 5 долларов закупиться, но, к сожалению, скорее всего, цены этой не будет. Разве что она не соскамится и не пойдет так же само, как и Луна вслед за ней. Как мы видим, также здесь находятся два эфира. Так, давайте посмотрим на график эфиров. Эфир у нас протестировал зону 2000 долларов. Если вы посмотрите вот сюда, посмотрите. 2020 баксов, ребята, и немножко откатился. Зашел очень хорошо в данный диапазон накопления. Надеемся, что и здесь он пробудет. Поэтому, ребята, до сентября у эфира еще есть очень хорошие возможности, чтобы пойти еще дальше в рост, протестировать, естественно, 2200 долларов уровень, ребята. Посмотрим, дойдет он сюда либо нет. Я думаю, что дойдет. Возможно, будет действительно откат снова в этот диапазон небольшой. И будем уже здесь накапливаться. Но это если все хорошо у эфира там получится. Все, они сделают свои дела. Переход на Proof of Stake, ребят. Дальше посмотрим. Также давайте посмотрим на настоящий эфир, ребята. Хотя считается, что эфир Classic это не настоящий, но именно эфир Classic как раз, ребята, и самый настоящий эфир, который был создан самый первый. Снова воткнулся в уровень 45 долларов, ребята, и делает от него откат. Не может его пробить. Я думаю, что мы пробьем этот уровень в ближайшие дни. И следующий у нас уровень, ребята, будет 52 доллара. 52.50. Вот так он здесь выглядит. Если пробьем этот уровень где-то в районе 52 долларов, вероятность отката будет очень высока. Где-то снова до этих позиций. Кто находится на спотовых позициях, ребят, также обращайте внимание на данный уровень. Потому что здесь я, скорее всего, также буду фиксировать свой эфир, потому что мы, скорее всего, будем откатываться. И здесь, ребята, на эту сумму, которую я продам, вот здесь буду докупать. Но что сам больше, ребята, всего меня удивляет у людей, так это то, что некоторые блогеры ждут именно эфир еще по 500 баксов, ребята. Эфир по 500 баксов. Это примерно вот здесь. Сюда ждут эфир. Мне хочется спросить, ребята, ну что вы реально курите по 500 баксов? Насколько он должен еще отсюда провалиться, чтобы эфир был по 500 баксов? Ну, на 76%, ребята. Ну, это много. Это реально очень много. Да, может произойти. Все, что угодно может произойти. Что-то у них там не получится. У Бутерина и тому подобное. И мы сможем действительно провалиться все вниз. Эта вероятность настолько маленькая, ребята. Там же не сидят какие-то придурки либо лохи, да? Давайте называть вещи своими именами. Это не сидят маркетмейкеры, которые не понимают, что они делают в больших институциональных, к примеру, компаниях, которые приходят
им по 18, по 17 лет и думают, что они боги и все знают в криптовалютном рынке. И за счет этого потом банкротятся определенные компании. Там ребята работают уже годами. И чтобы у них все не получилось, и мы просто пошли вниз, но если он пойдет на 500 баксов, ребята, там и на 400 недалеко падать. Поэтому я думаю, что эфир до 500 долларов он не придет. Да, возможно, если он дойдет до уровня, как я сказал, 2200 баксов, ребята, сможет оттуда откатиться. Но, как вы видите, у него очень сильные здесь есть уровни поддержки. Здесь есть хорошая плита, здесь есть хорошая плита. Поэтому вряд ли все будет у него очень плохо. Я думаю, что у них будет все, ребята, впереди, и мы просто полетим все вместе вверх. А с вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор, и до следующих встреч. Всем пока!